что происходит на этом видео. На первый взгляд может показаться, что это игра в кальмара какая-то, но нет. Это головоломка пианиста. И вот что удивительно. С ее помощью доказали, что муравьи в команде действуют эффективнее, чем люди. А что насчет правил дорожного движения, вдохновленных поведением муравьев? Уже есть алгоритм умных дорог, который основывается на передвижении муравьев и показывает эффективность. Или как, а главное зачем, с помощью генетических ножниц CRISPR-Cas9 удалось превратить этих социальных насекомых в асоциальных одиночек. О муравьях постоянно делают удивительные открытия. То выясняется, что они умеют считать, то различают время суток. Но как они пришли к этому? Как обычные насекомые смогли освоить планету, конкурировать с нами в эволюции и пережить экологические катастрофы, которые казались концом света? Сегодня мы поговорим о становлении муравьев, какие эволюционные адаптации у них сформировались, посмотрим, что они умеют, и заглянем в современность, чтобы понять, что сегодняшние ученые видят в этих крошечных, но невероятно успешных насекомых. Цивилизация муравьев существует примерно в 60 раз дольше, чем человеческая. Около 120 миллионов лет. Чтобы понять истинный масштаб, оцените цифры. Учеными установлено, что муравьев на Земле обитает примерно 20 квадриллионов особей. На одного человека приходится 2,5 миллиона муравьев. Это около 14 килограмм веса. Все это поражает масштабом. Однако через что им пришлось пройти, чтобы достичь таких успехов? Если задуматься, то муравьи уже пережили худшие события в истории Земли. Даже если не брать в расчет глобальные потепления, извержения супервулканов, ледниковые периоды и засухи, одно событие, о котором стоит сказать отдельно, затмевает собой все остальные. Знаменитое падение метеорита 66 миллионов лет назад, в результате которого вымерли динозавры, а вместе с ними было уничтожено 3/4 живых существ. Многие животные стерты с лица Земли, как биологические виды. Взрыв был настолько мощный, что кратер от него можно увидеть до сих пор. Людей тогда еще не было, а вот муравьи были и сумели выжить. В отличие от многих видов, не способных адаптироваться к резким изменениям, муравьи использовали свой коллективный разум и способность быстро менять поведение. Эта коллективная адаптивность сделала их одними из немногих, кто не только пережил глобальную катастрофу, но и заложил основу для будущего расцвета. Исследований о том, как муравьи смогли пережить мелпалеогеновое вымирание, крайне мало. Однако одной из ключевых адаптаций, которую ученые связывают с этим, стало начало культивирования грибов некоторыми группами муравьев вскоре после катастрофы. Когда традиционные экосистемы разрушились и доступ к пище стал ограничен, переход к примитивному земледелию, а именно выращивание грибов прямо в своих гнездах, обеспечил муравьям стабильный источник питания. Ученые считают, что муравьи произошли от ос-одиночек. Возможно, они уже тогда заботились о потомстве, и со временем это привело к появлению первых муравьиных колоний. Лучший способ заглянуть в прошлое – это янтарь. В застывшей смоле древние муравьи сохраняют мельчайшие детали строения, позволяя исследовать их эволюцию. Находки в балтийском, биттерфельдском, ровенском и скандинавском янтарях показывают, что уже в позднем эоцене, 37-34 миллиона лет назад, у муравьев уже существовало четкое разделение на касты – рабочих, самок и самцов. Один из самых распространенных видов того времени – Лазиус шифердеккери. Он составлял до 24,5% всех муравьиных останков в некоторых образцах янтаря. Судя по особенностям захоронения, этот вид строил гнезда на деревьях и прокладывал дороги к колониям тлей, что напоминает поведение современных муравьев-пастухов. Муравьи позднего эоцена значительно отличались по размерам. Некоторые были крупнее современных видов. Например, титаномир малубеи, достигавший 5 см в длину. Однако со временем преимущества оказались на стороне более мелких видов, таких как Лазиус пумилус. Они быстрее размножались, легче находили еду и лучше скрывались от хищников. Ископаемые находки также показывают, что многие древние виды Лазиус обладали высокой морфологической изменчивостью. Это говорит о продолжающейся эволюции и адаптации к различным условиям окружающей среды. Муравьи не только смогли сохраниться и пережить самое масштабное вымирание в истории, но и за десятки миллионов лет эволюции разработали уникальные особенности, позволяющие им доминировать в экосистемах. Их гибкая система коллективного интеллекта и быстрая адаптация к меняющимся условиям стали ключевыми факторами выживания. Представьте, что вы живете без часов, но всегда знаете, когда наступит завтрак, обед или время выходить на работу. Муравьи Мирмика сабулети вполне так умеют. Они запоминают, когда происходят события.
и умеют связывать их с определенными моментами суток. Это не просто память. Это встроенная система планирования. Например, если в определенное время рядом с муравейником появляется еда, насекомые запоминают это и приходят туда снова, ровно в нужный момент. Они запоминают не только сам запах пищи, но и то, в какое время он появляется. Как если бы у них в голове был внутренний будильник, который срабатывает в нужный момент. У людей тоже есть понимание времени, но оно формируется годами. Дети учатся отличать вчера от завтра, осознают, что утро отличается от вечера. Муравьи же владеют этим сразу. Пока ребенок учится понимать, что мама приходит с работы в 6 вечера, муравей уже знает, что пища появляется в одно и то же время и реагирует моментально. Когда человек занят, время летит незаметно. Муравьи испытывают то же самое. В одном эксперименте, где им усложняли доступ к пище, заставляя преодолевать препятствия, они начинали ошибаться в оценке времени. Для них оно словно замедлялось. Это напоминает человеческое восприятие. Когда ты ждешь чего-то важного, минуты тянутся вечно. Но если ты чем-то увлечен, день пролетает мгновенно. То есть муравьи не просто ощущают время, они подвержены тем же временным искажениям, что и мы. Муравьи понимают числа. На первый взгляд звучит странно, зачем муравьям разбираться в математике? Однако они могут различать четные и нечетные числа, и делают это на уровне, сравнимом с малолетними детьми. Их можно научить выбирать только четные числа 2, 4 и 6, или только нечетные 1, 3 или 5. И они запоминают этот навык. Интересно, что эта способность работает только до числа 7, дальше точность падает. Для нас это кажется чем-то примитивным, но на самом деле это невероятное достижение для насекомых. Человеку, чтобы осознать разницу между четными и нечетными числами, нужно пройти хотя бы начальную школу. Муравьи же способны на это без единого урока. Это еще один случай, когда насекомые используют мозг эффективнее, чем кажется на первый взгляд. Аргентинские муравьи создают одни из самых крупных сообществ в мире. Их суперколонии могут растягиваться на 6000 километров, охватывая территории от Италии через Францию до Атлантического побережья Испании. Это крупнейшее сообщество среди всех животных. В отличие от своих предков в Южной Америке, где муравьи из разных гнезд враждуют, европейская популяция действует как единая система. Рабочие и матки свободно перемещаются между гнездами, не проявляя агрессии. Такое объединение стало возможным благодаря особому механизму узнавания своих. Муравьи внутри одной суперколонии имеют минимальные отличия в ДНК, что делает их практически клонами. Вместо того, чтобы воевать за территорию, как большинство видов, эти насекомые работают как единый организм, что позволяет им быстро расширять пространство для жизни. Суперколонии растут не за счет одного большого гнезда, а за счет создания множества мелких, которые затем объединяются в единую сеть. Этот механизм позволяет аргентинским муравьям захватывать новые территории и вытеснять местные виды. Благодаря высокой численности рабочих, быстрому распространению и отсутствию территориальных конфликтов внутри своей суперколонии, они стали одними из самых успешных инвазивных видов в мире. Хотя внутри суперколонии муравьи живут мирно, между разными идут ожесточенные войны. В Европе обнаружены две гигантские колонии – основная и каталонская. Когда их рабочие встречаются, в 98% случаев начинается смертельная схватка, которая заканчивается полным уничтожением одной из сторон. В одном исследовании ученые выяснили, что ленточный червь, заражающий муравьев, меняет поведение не только самих зараженных, но и их товарищей по колонии. Зараженные муравьи становятся меньше, обретают желтый цвет и меняют запах, что мешает распознаванию. Когда гнездо тревожит, почти все здоровые муравьи бегут, а зараженные почти не убегают. Всего около 3% пытаются покинуть гнездо, тогда как здоровых убегает под 50%. Но на этом эффекты не заканчиваются. Колонии, в которых есть зараженные особи, ведут себя менее агрессивно по отношению к чужакам. Такое изменение в настроении может быть связано с тем, что изменение запаха зараженных затрудняет обычное распознавание членов своей группы. Однако эти зараженные муравьи живут дольше, чем незараженные. Возможно, это связано с тем, что они получают больше внимания и заботы от товарищей, или из-за более спокойного поведения. Паразит не только изменяет внешний вид и поведение отдельных муравьев, но и влияет на весь муравейник. Большинство живых существ со временем слабеют. Тело изнашивается, разум теряет остроту, рефлексы замедляются. Но муравьи Фейдолия дентата не подчиняются этим правилам. Они не бессмертны, но и не проявляют признаков старения. При изучении этих муравьев обнаружили, что даже в старости они так же активны, как и молодые. Они заботятся о личинках, добывают пищу, нападают на добычу. И делают это с той же скоростью и эффективностью. Более того, их мозг не теряет функций с возрастом. Нейроны не разрушаются, а уровень серотонина и дофамина, веществ, важных для работы нервной системы, остается стабильным.
Чтобы проверить это, исследователи провели серию экспериментов. Они наблюдали, как муравьи разного возраста выполняют ежедневные задачи, ухаживают за потомством, находят пищу, реагируют на свет, а также тестировали их агрессивность на примере плодовых мушек. Оказалось, что даже самые старые особи ничем не уступают молодым. Это огромная редкость в мире живых существ. Даже у пчел, близких родственников муравьев, исследования показывали противоречивые результаты. В одних случаях возрастные изменения были заметны, а в других нет. Но если эти муравьи не стареют, то почему они умирают? В лаборатории их жизнь ограничена примерно 140 днями. Но в дикой природе они, скорее всего, гибнут раньше. Из-за хищников, болезней или суровых условий. Возможно, те, кто доживает до максимального возраста, умирают внезапно, без длительного увядания. Но этого пока не удалось доказать. Возможно, эти муравьи могут помочь понять механизмы старения у других существ, в том числе у людей. Возможно, секрет их молодости связан с образом жизни. Они постоянно взаимодействуют, работают вместе и остаются активными. Возможно, именно это помогает им не стареть. Люди тоже социальные существа, и исследования показывают, что активное общение и участие в жизни общества могут замедлять старение. Если муравьи сохраняют молодость благодаря своей социальной структуре, может быть, в этом есть подсказка и для нас. Как бы то ни было, для Феодоли Дентата возраст – это просто число. Больше всего в долголетии поражают матки муравьев. Пока рабочие живут всего несколько месяцев, королева может жить от 5 до 20 лет. В чем ее секрет? Все дело в инсулине. Он нужен для развития яиц, но обычно высокий уровень инсулина ускоряет старение. Однако у муравьиных королев есть особый механизм. В их организме выделяется белок LMP-L2, который блокирует сигналы, запускающие старение. Этот механизм можно наблюдать на примере муравьев Harpegnathus soldator. Когда королева умирает, рабочие начинают бороться за ее место. Победившая особь превращается в новую королеву, начинает откладывать яйца, и ее жизнь продлевается в 5 раз. Это возможно благодаря касте гомергатов, рабочих муравьев, которые под воздействием гормонов становятся репродуктивными особями. Активируются гормональные пути, которые не только способствуют размножению, но и замедляют старение. Если в семью подсадить настоящую матку, самозванная королева снова становится обычным рабочим, и ее жизнь сокращается вспять. Ученые смогли вмешаться в этот процесс, вводя инсулин или его блокаторы, что влияло на репродуктивные способности муравьев. Пока не ясно, можно ли использовать этот механизм для продления жизни других существ, включая человека. Известно, что снижение уровня инсулина у млекопитающих увеличивает продолжительность жизни, но снижает фертильность. Возможно, секрет муравьиных королев откроет ученым новые пути в борьбе со старением. Интересный случай с муравьями произошел в 2015 году в институте Вейцмана, Израиль, а точнее в квартире одного из работавших там ученых. Однажды он заметил, что живет не совсем один. Он наблюдал, как сумасшедшие муравьи воруют из кошачьей миски куски корма, но делают это в команде и очень эффективно, после чего подтаскивали корм ко входу в свое гнездо. Исследователю настолько сильно понравилось зрелище, что он решил снять это на видео и показать в институте. Коллеги были впечатлены не меньше и решили сделать большое исследование. Они решили проверить, как сумасшедшие муравьи будут переносить хлопья для завтрака, и вот что выяснили. Большую часть времени муравьи просто следуют за другими, но иногда один из них отпускает груз, чтобы найти более эффективный путь. После нахождения короткого пути он возвращается и продолжает тащить груз в этом направлении. Этот процесс повторяется и с другими муравьями, каждый из которых в разное время ищет и улучшает маршрут. Однако это лишь прелюдия. В 2024 году ученые пошли еще дальше. Они решили сравнить коллективные способности муравьев и людей. Коллективное познание часто называют важным преимуществом жизни в группе. Но что на самом деле помогает группе работать лучше? Недавнее исследование показывает, когда муравьи решают задачу в группе, они делают это намного лучше, чем поодиночке. А вот у людей наоборот. Когда они работают в группе, их результат может даже ухудшиться, особенно если общение ограничено. У муравьев все проще. Они не могут решить задачу самостоятельно, но работают вместе и этим достигают отличных результатов. Примером такой задачи служит головоломка, где и муравьям, и людям нужно перенести Т-образный груз через 3 камеры. Та самая головоломка пианиста. Исследователи предложили эту головоломку соответствующих размеров как людям, так и муравьям. Люди пытались решить задачу, потому что привыкли решать такие задачи, а муравьи были мотивированы перенести груз в 3-ю камеру, потому что она была связана с их гнездом, и груз напоминал еду. Головоломка была разработана так, чтобы вызывать трудности у обеих команд.
люди сталкивались с трудностью в оценке длины, вращении груза и понимании симметрии, что мешало им различать правильные ходы и тупики. У муравьев задача была сложной из-за феромонной коммуникации, которая не учитывала размер груза и его вращение, и это делало большую часть их коллективной стратегии навигации неэффективной. На мой взгляд, эта статья говорит: внешне кажется, что муравьи действуют как герой басни «Лебедь, рак и щука», но на деле они своей численностью и способностью координировать действия без споров и разногласий обходят людей, когда речь заходит о командной работе. Где мы часто стоим в пробках? На шоссе, в очереди в магазине или, может быть, в час пик в метро? Думаю, вы знаете, насколько это утомляет. А теперь представьте другое шоссе. Муравьиную тропу. На ней нет хаоса, нет пробок. Муравьи двигаются ровным потоком, практически без остановок. Как же так? Почему у муравьев все работает, а у нас нет? Есть, конечно, и странности вроде круга смерти, когда один муравей сбивается с пути, прокладывает феромоны неправильно, и в результате за ним начинают ходить новые и новые муравьи, что, конечно же, ведет к смерти семьи. Но в целом у муравьев все гораздо стабильнее и практичнее в плане логистики и передвижения. Почему так? Давайте разберемся. Муравьи – идеальные пешеходы. Они ходят по тропам, которые отмечены химическими сигналами, и главное, соблюдают четкие правила. Например, муравей никогда не обгоняет другого муравья, если только не выходит с тропы. Он сохраняет постоянную скорость, независимо от плотности потока. И если встречать сородича, они останавливаются всего на доли секунды, чтобы обменяться информацией с помощью усиков. Исследователи изучили муравьев Ахителус, сняв их движение на камеру и проанализировав траектории каждого отдельного муравья. Оказалось, что муравьи образуют колонны, где каждый двигается почти с одинаковой скоростью, что позволяет потоку оставаться стабильным. Главное отличие муравьиного движения от движения людей в том, что муравьи никогда не создают пробок. Даже при высокой плотности они продолжают двигаться. Поток муравьев растет с увеличением плотности до определенного предела, а затем просто остается стабильным, без резкого падения скорости, как у автомобилей. Самое интересное в исследовании – возможное применение этих принципов к дорожному движению. Ученые предлагают новую концепцию ПДД, основанную на муравьиных алгоритмах. А именно, автомобили должны двигаться с постоянной скоростью, без резких торможений и ускорений. Должна быть автоматическая координация. Каждая машина, как муравей, получает информацию от других автомобилей и регулирует свою траекторию, избегая заторов. Должна соблюдаться и безопасная дистанция. Авто движутся на минимально возможном расстоянии, как муравьиные колонны, используя сенсоры для предотвращения столкновений. И самое главное, никаких обгонов и хаотичных перестроений. Как у муравьев, которые не выходят за границы своей тропы, машины следуют четким маршрутным линиям. Если эти принципы внедрить в систему автономных машин и умных дорог, можно повысить пропускную способность трасс в 2-5 раз. Исследователи уже проводят моделирование таких систем и показывают, что движение становится плавным, а пробки исчезают. Так что, возможно, будущее городского движения стоит подсмотреть у муравьев. Пока мы психуем в пробках, они давно решили проблему транспорта без единого светофора или знака, без единого правила, кроме одного – двигаться вместе. CRISPR-Cas9 – это технология редактирования генов, которая может точно изменять ДНК, удалять или вставлять гены в живых организмах. Она основана на системе, используемой бактериями для защиты от вирусов, и была адаптирована для работы с любыми организмами. Открытие технологии произошло в 2012 году, когда ученые Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудна представили ее научному миру. В 2020 году они были удостоены Нобелевской премии по химии за разработку CRISPR-Cas9. Технология быстро стала революционной для генетики, биологии и медицины. Эта технология уже применялась на муравьях, а именно, чтобы отключить ген, отвечающий за восприятие запахов. Это позволило выяснить, как запахи влияют на социальное поведение этих насекомых. Запахи помогают муравьям не только ориентироваться в пространстве, но и строить сложные социальные структуры внутри колонии. Поэтому последствия от этого были колоссальными. Муравьи – это очень социальные существа. В их семьях происходит разделение труда, работа сообща при выполнении задач, которые невозможны для отдельной особи. Важную роль в этом процессе играют феромоны – химические вещества, с помощью которых муравьи обмениваются информацией. Они помогают муравьям находить пищу, сообщать об опасности или следовать за старшими особями. Но долгое время было неясно, как именно работает эта система у муравьев и какую роль в ней играют обонятельные рецепторы. Чтобы разобраться, ученые отключили ген, необходимый для работы всех обонятельных рецепторов у муравьев. Для этого они использовали муравьев вида Oocyrea beroei, которые могут размножаться без участия самца.
Это позволило вывести целое поколение генетически одинаковых муравьев для эксперимента. Когда муравьям отключили обоняние, у них наблюдали значительные изменения в поведении и мозге. Оказалось, что эти муравьи не могли следовать феромонным следам других, теряли ориентацию и переставали себя вести как обычно. Например, вместо того, чтобы собираться в группы, они бродили в одиночестве. И находить таких муравьев в семье было очень просто. Кроме того, эти изменения повлияли на продолжительность жизни муравьев и количество отложенных яиц. У мутантов также наблюдались изменения в структуре мозга. Области, которые обычно отвечают за восприятие запахов, стали меньше на треть. Впрочем, несмотря на изменения, эти муравьи не стали полностью изолированы от социальной жизни. Некоторые продолжали взаимодействовать с другими муравьями. Например, касались их антеннами или даже откладывали яйца. Но в целом их способность участвовать в жизни колонии была сильно ограничена. Зачем ученые это сделали? Они хотели понять, как именно обоняние влияет на способность муравьев взаимодействовать друг с другом и на сложность их социальной структуры. Понимание этих механизмов может помочь не только в изучении поведения муравьев, но и в других областях, например, в нейробиологии, а также в изучении того, как подобные процессы могут повлиять на поведение других животных и даже людей. В итоге выяснилось, что обоняние у муравьев имеет гораздо более сложную роль, чем считалось ранее, и его утрата может привести к серьезным изменениям в их социальной жизни. Но еще много вопросов остается без ответов. Например, почему часть мозговых структур все-таки сохранилась, и что еще влияет на социальное поведение этих насекомых. Итак, муравьи – настоящие победители эволюции. Они пережили падение метеорита, который уничтожил динозавров, освоили сельское хозяйство за десятки миллионов лет до нас и создали суперколонии, сравнимые по масштабу с человеческими мегаполисами. Их секрет – безупречный интеллект, коллективный. Муравьи не спорят о маршрутах, не теряются в пробках и не стареют, пока трудятся на благо семьи. Они решают задачи, которые ставят в тупик даже людей, будь то перенос груза через лабиринт или распознавание четных чисел без единого урока математики. Но это не повод для зависти, а шанс для нас. Алгоритмы муравьиного движения уже вдохновляют ученых создавать умные дороги, а их социальная организация подсказывает, как избежать конфликтов в командах. Муравьи напоминают, эволюция – это не гонка одиночек, а искусство сотрудничать. Возможно, именно в этом и кроется главный урок. Пока люди спорят о том, кто умнее или сильнее, муравьи тихо правят планетой уже 120 миллионов лет. Может, нам стоит думать о муравьях с новой стороны? Для этого и существует этот канал. Муравьи, может, гении эволюции, но не конкуренты, а учителя. И кто знает, какие еще их секреты помогут нам выжить в следующей глобальной катастрофе или даже в нашей повседневности. До новых выпусков.